Приветствую всех! Сегодня у нас в ремонте Volkswagen Golf Plus. Машинка рестайлинговая 2012 года. Удар в правый передний угол. Так вот все выглядит со стороны. Сразу у нас идет под замену крыло, капот, бампер, фара, рамка радиатора, куча всего, всякой мелочухи, подкрылки, противотуманки, кронштейны, крепежи. Все идет в замену. Основные запчасти у нас будут оригинал. На этом настоял владелец автомобиля. Из такого существенного, что здесь будет не оригинал, это будет рамка радиатора. И то с условием, если она нормально встает. Если она нормально не встает, мы ее возвращаем и заказываем оригинал. Запчасти на автомобиль подбираем и заказываем мы. По запчастям попозже пробежимся, я все расскажу. Также у нас вот от удара в этот угол у нас, понятно, здесь все внутри пострадало, кронштейн, крепление, крыла немножко согнулся, полка, на которую крепится рамка, вот она, немножко согнулась, вот так выглядит целая. Пожалуй, внутри на этом все, ничего интересного больше нет. Крыло съехало немного назад, заехало под дверь, дверь открыли. По-моему, мне сказали, что пытались открывать гаишники. И когда открывали, дверь замяли. И здесь вот надо будет дверь немножко пробить. Как бы это сейчас вам показать. Ага, вот видно, да? Вот, полоса идет. Этот момент надо будет пробить на двери. Дверь мы не красим. Усилитель бампера хотели тоже поменять. Я, правда, отговорил. Попытаюсь я его немножко подтянуть. Сам он целый, у него пострадала только мягкая часть. Почему я отговорил? Потому что, по-моему, оригинал стоит, если мне память не изменяет, запчасть уже где-то месяц назад, наверное, заказывали. По-моему, 16 тысяч стоит вот этот кусок железа. Без вот этой нижней части. Это нижняя часть отдельная. Естественно, я подумал, что это перебор. Так как здесь, в принципе-то он целый, я предложил оставить. Уговорил скорее. Поэтому поправим его и оставим этот усилитель. Фара у нас типа оригинал заказана. Кто не знает, завод Volkswagen сам фары как-то не выпускает. Есть отдельная контора Hella, которая выпускает всем фары. Сейчас я покажу, если это будет видно. Вот у них клеймо. Вот мы заказали фару Hella. Если заказывать оригинал фару с клеймом Volkswagen, как клеймо, вот там наклейка есть, если с наклейкой заказывать все как положено, в коробке Volkswagen, фара стоит в 2 раза дороже. Сейчас фара обошлась в 2 раза дешевле. Та же самая история с противотуманками, кто не знает. Такая, на первый взгляд, простая работа, но я думаю, вас удивит цена всего этого. Начинаем ремонт. Потом все в процессе расскажу и покажу.
Все выставил, набрал гольф. Вот что у нас выходит. С виду все вроде как бы нормально. По зазорам. Но предварительно они пока такие. Плюс-минус такими же и останутся после покраски. Фара. Новая Hella. Вот фара стоит, которая родная. Так, здесь зазорчики. Пришлось немножко зазоры по кузову порегулировать, потому что здесь вот зазора их вообще не было нормальных, они там вот с палец вот были размером. Почему-то петля согнулась и дверь сместилась вперед. Порегулировал, все выставил, нормально сейчас стоит. Вот. И для того, чтобы был зазор между крылом и дверью, чтобы не выставлять точно такой же с той стороны. Капот, крыло стоит оригинал, рамка не оригинал, китайская, тук, по-моему. Бампер оригинальный, но не совсем такой, какой нужен. Нам нужен с отверстиями под партроники, здесь их нет. Отверстия сами насверлим и переклеим крепеж со старого бампера. Почему так? Вот если искать конкретно с отверстиями бампер, он будет стоить в районе полтоса, и его нигде нету. А без отверстия этот бампер обошелся в 26 тысяч. Естественно, мы предпочли взять такой. Тем более, что тот еще и найти сложно. Конечно, вы сейчас скажете, что можно было найти все это дело бэушным, но была поставлена задача все найти новым. Ничего бэушного не ставим. Только на крайний случай. Не пугает ни цена, ничего. Здесь вот так все выглядит. Единственное, естественно, на чем можно сэкономить, поставив неоригинальные запчасти, предложил сэкономить. Вот рамка стоит, она не оригинальная. Она вроде жестко стоит, не проваливается. Думаю, проблем никаких с ним не должно быть, с этой деталью. Поэтому оставили. Так, здесь оттянул вот этот уголочек. Был немножко завернут сюда. Оттянул, отстучал. Придется его покрасить, потому что здесь вот в местах складок краска вся полопалась. А так вроде бы все. По капоту герметик уже здесь лежит. Ну, упрощает нам задачу. Вот фара. Он говорил, вот Hella. И это то же самое. Так вот, по запчастям просили все поставить только новое, максимально все, что внешне это будет ставить оригинал. Внутри можно какие-то детали поменять на неоригинальные. Такая была задача, но в принципе мы с ней справились. Усилитель бампера немножко подрихтовал, поправил, покрасил его с баллончика. Загрунтовал, покрасил, чтобы к нему больше не возвращаться. Запчасти все вышли примерно грубо в 135 тысяч. Сейчас вам скажу стоимость самых дорогих запчастей. Так, на телефоне камера фокусироваться не будет. Вот фара Hella стоит 12 тысяч. Оригинал что там за 20 переваливает. Не тот 25 или 23, что-то такое, в общем. Так, капот 41 тысяча, бампер 26 200, крыло 12 700, решетка радиатора нижняя стоит 4000, рамка стоит 7000. Вот интересно, вот омывайка на фару состоит из нескольких частей. И вот одна только омывайка получается в сборе что-то порядка там, по-моему, 5 что ли тысяч рублей. Пожалуй, на этом и все. Сейчас готовим все это дело к покраске и красим. Закончили работу над гольфом. Вот что у нас получилось. Готовый результат. Давайте посмотрим по зазорчикам. Здесь я зазоры поправлял на машине с этой стороны. Так вот выглядит стык с капотом. С этой стороны постарался выставить все так, как с той стороны, чтобы разбега не было. По цвету вроде как бы все нормально. Правда, вся эта бочина, две двери эти крашеные, они немножко темнее, чем должно быть. Ну, постараюсь что-то среднее сделать. Вроде не выбивается.
так все выглядит. Рамка здесь китайская, тук. Заказывали. Решетка. Она была треснутая, мы ее красили, ободранная с этой стороны. Заказывать не стали, попросили сделать, мы сделали. Усилитель тоже восстановили, геометрию промерил, все нормально. Этот угол весь оттянули, здесь покрасили. Здесь как бы с завода идет такое матовое покрытие. То есть лаком просто не покрыли, просто покрыто базой. Мы постарались нечто подобное повторить. Я думаю, со временем все это дело также обляпается грязью, как с целой стороны, и будет ничего не разобрать. Такой зазор вот между дверей с целой стороны. Ну как, относительно целый, потому что ее ремонтировали. Не помню, показывал, не показывал, как было изначально. Изначально сюда пролазил практически мой палец. Настолько был большой зазор. Работа стала в 57 тысяч рублей. Это работа с материалами, но без запчастей. Я тут резко вспомнил про толщиномер. Решил потыкать машину. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. 120. 120. Капот. 107. 102. 116. 126. Ну, детали мы красили мокро по мокрому, поэтому у нас где-то меньше, где-то больше. 121. 124. То есть мы не пытались там покрасить толщиномер или что-то подобное. Я просто чисто решил посмотреть, что же вышло. Забыл я, в общем, про маляра. Ролик получился короткий. Хотел снять еще, чтобы у него на голове что-нибудь было. Но как есть, так есть. Ну, короче, где-то около рядышком к заводскому покрытию. Плюс-минус. 177. И дверь у нас крашеная. Ну как, до нас. Здесь вот вообще, наверное, шпатлеванная. А может нет. Ну, очень похоже, как будто здесь 3 окраса. Вот теперь вроде точно показал, что хотел. Всем удачи, всем пока. Толщиком я просто померил, стало самому интересно, решил показать.